30 декабря 1967 года самолет Ан-24Б с экипажем 106-го летного отряда аэрофлота выполнял внутренний рейс Л-51 по маршруту Рига-Лиепая. На борту самолета находились 5 членов экипажа и 46 пассажиров. Ан-24Б вылетел из Риги в 7 часов 50 минут утра и после набора высоты занял высоту 3300 метров. Небо было полностью затянуто кучевыми облаками высотой 540 метров, а видимость составляла 10 километров. Заходя на посадку в Лиепаю, еще в темноте экипаж связался с диспетчером и доложил расчетное время прибытия, на что получил указание по заходу на посадку с магнитным курсом 248 градусов. Далее экипаж доложил о пролете ДПРМ, но когда диспетчер спросил их, видят ли они полосу, ответа не прозвучало, а на повторные вызовы с самолета не отвечали. Когда Ан-24 проходил ДПРМ, штурман доложил, что они находятся на высоте 300 метров, тогда как установленная высота пролета составляла 200 метров. В связи с этим командир принял решение уходить на второй круг, для чего взялся за руды, чтобы увеличить мощность двигателей. Но неожиданно самолет начал входить в левый крен, а затем быстро снижаться с вертикальной скоростью до 18 метров в секунду. В 1800 метрах после ДПРМ и в 250 метрах левее огней подхода самолет плашмя ударился о заснеженное поле, после чего подлетел вверх и пролетел так еще 140 метров, после чего врезался правым крылом в телефонный столб, в результате чего у крыла оторвало кусок 3 метра длиной, а Ан-24 начал быстро входить в правый крен. В 8 часов 36 минут самолет врезался в землю с глубоким правым креном 48 градусов и полностью разрушился. Пожара при этом не возникло. В катастрофе погибли 3 члена экипажа, второй пилот, бортмеханик и стюардесса и 40 пассажиров, то есть всего 43 человека. 2 члена экипажа, командир и штурман и 4 пассажира получили серьезные ранения, а 2 пассажира относительно не пострадали. Это крупнейшая авиакатастрофа в истории Латвии. Согласно выводам следственной комиссии, причиной катастрофы стал отказ левой силовой установки, которая работала в режиме обратной тяги, а экипаж слишком поздно начал исправлять ситуацию. По мнению комиссии, самолет заходил в посадочную глиссаду на скорости 300 км в час, вместо рекомендуемых 220, поэтому экипаж для снижения скорости применил обратную тягу. Однако после принятия решения об уходе на второй круг, командир стал увеличивать тягу двигателей, а также убрал шасси и закрылки. Но рут левого двигателя уже зашел за защелку, поэтому когда правый винт начал тянуть самолет вперед, левый все еще толкал назад, что и привело к появлению резкого крена влево. К сожалению, на самолете система автоматического флюгирования винтов не была задействована в полном объеме. Она не включалась при работе двигателей на пониженном режиме. По свидетельству другого пилота, летавшего в то время на самолетах данного типа, в Латвийском управлении гражданской авиации автомат уже был установлен на самолете. Для работы системы требовалось подключить всего 2 провода. Но до катастрофы под Лиепаей, согласно существующим инструкциям по Ан-24, на первом этапе эксплуатации это не допускалось. В дополнение к неработающей системе автоматического флюгирования винтов, преждевременная уборка шасси и закрылков для ухода на второй круг только усугубила ситуацию. Смотрите также: авиакатастрофа Ан-24 в поселке Варандей. Авиационная катастрофа, произошедшая в среду 16 марта 2005 года. Ан-24РВ авиакомпании «Региональные авиалинии» выполнял рейс 9288 по маршруту Уфа-Варандей с промежуточными посадками в Перми и Усинске. Но самолет разбился при заходе на посадку в аэропорту Варандей. Друзья, мы создали новый канал «Планета катастроф», где мы рассказываем об экологических, техногенных, а также катастрофах по вине человека. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые истории.